Друзья, приветствую на канале CryptoHamster. Сегодня у нас речь пойдет про новый проект, который сейчас находится на ранней стадии и дает возможность заработка. Сразу главные моменты назову. Проект не совсем блокчейн. Это новое направление, которое дает возможность там очень быстрой обработки транзакций за счет того, что он не согласовывается со всеми нодами. Второе, это то, что команда известная, и тут не ноунеймы, есть даже какой-то сооснователь Uber, и у них будет токен, и уже сейчас есть программа активностей в Дискорде с ролями, у них называются они медали, и можно эти медали получать и за контент, и за разного рода активностей. В общем, все по порядку. Итак, Nilion это не блокчейн, это новая технология, достаточно сложная для понимания, но давайте я постараюсь привести на простом примере. У нас есть блокчейн, извечная его проблема это скорость обработки данных. Почему она возникает? Главная причина заключается в том, что все ноды, все узлы этого блокчейна должны друг с другом согласовываться. То есть каждая нода должна быть в курсе, что в остальных нодах. Для того, чтобы большинство нод, которые, допустим, проверяют транзакцию, могли выявить в случае чего подделку. То есть кто-то подделывает в какой-то ноде транзакцию, в нескольких, допустим, но они выявятся благодаря тому, что все остальные синхронизируются и увидят, что в большинстве случаев вот так вот все правильно, а где-то неправильно. И поэтому это выявляется. Так вот, здесь решили пойти упрощенным путем. Сразу транзакция, как обычно, попадает в мемпул, там она формируется в блок, и эти блоки рассылаются разным нодам, и там они не проверяются, там они просто сразу подтверждаются. Вот так, собственно, работает, но тогда возникает вопрос безопасности, децентрализации. Здесь она есть, она описана в 50 страницах white paper, можете ознакомиться. То есть действительно сложно, но нас волнует эта возможность заработка, поэтому переходим дальше. Команда у нас тут не ноунаймы, наоборот, всячески себя демонстрирует. Технический директор, он же инженер-сооснователь Uber, на Crunchbase упоминается как системный инженер. И в поиске я нахожу и как системный инженер, и иногда как сооснователь. Ну, в общем, все равно человек из высшей лиги. Потом есть сеньор-лектор, доктор-лектор, преподаватель высшей категории университета Лондона и несколько человек с проекта Hedera, в том числе генеральный директор. Если кто не в курсе, это проект, который находится по капитализации на 33-м месте и имеет партнерство с большими компаниями. На последнем месте у нас тут главный помощник главного юриста, бывшего юриста Coinbase. Ну, в общем, конечно, в любом случае команда серьезная. Ну и самое не менее важное это инвестиции, что занесли в проект, а занесли сюда не так давно 20 миллионов, что немало. Нет пока что тир 1 фондов, но они как обычно, лишь бы проект выходил и был норм в глазах общественности хомяков, и они там всегда дозанесут. И что еще немаловажно, Nilion находился в CoinList Seed, то есть на платформе CoinList, где они демонстрируют новые проекты, которые достойны внимания инвесторов и с хорошим будущим. Подписываемся на Discord проекта, и только за это выдается уже роль навигатора. Ну, конечно, вряд ли за то, что вы подписались, будет какой-то дроп. И интересует нас роль амбассадора. Его выбирает раз в месяц на основании тех, у кого есть медаль контрибьютор. Здесь решили выделиться и называют не ролями, а медалями. Есть ряд медалей. Нас сейчас интересует контрибьютор. Соответственно, это, как обычно, нам нужно сделать какой-то контент текстовый на Medium, Twitter, видео, как вот, допустим, мое, или, возможно, какой-то дизайн чего-то. Ну, сделать реальную пользу для проекта, постараться, и тогда вас выберут. За то, что вы стали амбассадором, у вас капает в месяц 100 токенов Nil Points и дается лутбокс K. И еще доступ к закрытому эксклюзивному каналу. Также у нас есть еще роль пилот, его выдают за то, что вы собрали все медали, и еще больше доступов к разным эксклюзивным там каналам, статьям, информации. И миллиардер.
Его сейчас получить нельзя, могли получить только первые 1000 человек, которые подписались. Сейчас уже здесь на Дискорде 8000. Медали. Первая дается за активность, нам нужно набить 10 ранг в Дискорде проекта, а это примерно 120 или чуть более сообщений. Дается легко. Вторая. Нужно привести от 10 друзей Discord проекта. Третья. Нужно набить 3000 Nils Points. И это на самом деле достаточно сложно, потому что в разделе Points Info я вижу, за что они даются, и как-то сложно здесь набить 3000. Вот от 5 до 50 нам дается за активность в чате, от 5 до 100 за мнение о предоставленном контенте, за различные конкурсы. Первое место 200, второе 100, третье 50. Потом есть медаль за то, что мы подпишемся на email проекта. И еще за каждую медаль дают 50 поинтов. И за лутбокс, который, допустим, вы получаете при амбассадорской программе, вы можете его открыть, и там выпадут еще поинты. Ну, в общем, набрать 3000 как-то на самом деле выходит сложно. Но, возможно, имеется в виду, что эти цифры за какой-то определенный период времени, а не за все время. В любом случае этим проектом я буду заниматься и вам советую, так как здесь еще в Дискорде не очень много активности, роль получить достаточно просто, а самое главное, проект всем видам дает понять, что будет airdrop, то есть амбассадоры не за просто так будут работать, и лучше сосредоточить вот на данный момент, насколько я вижу, ретродропы, они становятся все более такими заюзанными. Тогда как сосредоточение внимания где-то конкретно с одного аккаунта в проекте может принести куда большие плоды. Поэтому буду заниматься проектом и вам советую. Всем всего хорошего, до скорых встреч.